Здравствуйте! Сегодня будет видео на очень тяжелую тему, вернее даже сложную тему, гораздо более сложную, чем мы обсуждали с вами последние дни. Гауляйтер Запорожской области открыто заявил о том, что будет проводиться референдум областной. Значит, Песков и Путин, по сути дела, это подтвердили. Естественно, Песков не мог не сказать какую-то чушь очередную и сказал о том, что это референдум, который делает не Российская Федерация, а делают местные жители. Поэтому это мое видео будет обращено к жителям Запорожской области и Херсона. Именно в этих областях планируется в ближайшее время и, по-видимому, как можно быстрее оккупанты планируют это сделать, провести референдумы. Я думаю, я имею моральное право говорить то, что я буду говорить, потому что я не где-то в Польше, Германии или где-нибудь еще вам это рассказываю, и я находился и нахожусь в Киеве, и находился в Киеве тогда, когда на Оболоне были вражеские танки. Что я вам хочу сказать? Значит, сейчас местным жителям нужно будет определиться вообще со своими действиями. Если местные не окажут никакого сопротивления, я понимаю, насколько сложно делать то, что я говорю, если местные не окажут никакого сопротивления оккупантам в процессе организации и проведения референдума, дальше будет только сложно. Понятное дело, никакой юридической силы все их действия не имеют. Но по факту это очень сильно усложнит жизнь, я так понимаю, дальнейшим переговорам, которые рано или поздно состоятся. И вообще, как бы это правильно сказать, политической позиции нашей страны. Мы попали в очень сложную ситуацию, жители оккупированных областей попали в еще более сложную ситуацию. Но история знает примеры подобного. Я хочу привести, например, примеры из Второй мировой войны. Вы прекрасно, наверное, все, если не все, то многие, кто не знал, не читал, не смотрел, почитайте, например, о восстании в Варшавском гетто. Если человек может оказать сопротивление, и не один, а группа людей, люди могут оказать сопротивление страшному врагу, совершенно без каких-либо моральных ценностей, моральных кодексов, понятий, как это были фашисты. Сейчас у нас второе поколение фашистов пришло из России. То есть, когда на кону стоит в прямом смысле слова жизнь и риск практически стопроцентный сопротивлению, все равно нужно его оказывать. Если вы приняли решение или у вас судьба, жизнь так сложилась, что вы сейчас остаетесь на оккупированных территориях. Понятное дело, что-то будет предпринимать государство. И я прекрасно знаю, как многих обижало наше государство, имею в виду наши чиновники, людей. Но сейчас такое время, что хочешь не хочешь, придется сплотиться и придется что-то делать, придется действовать. Считайте для себя, что это исторический момент. Потому что, возможно, конечно, многие из вас хотят жить так, как живут в Крыму, в ЛДНР. Тогда я советую еще раз пересмотреть, например, как эвакуировали людей в ЛДНР перед началом российского вторжения. Издеваются над нами, как хотят. 7 часов из дома. 7 часов все больные, с детьми, на костылях, бабушке 90 лет. А что говорят-то? Ничего не говорят. Подошла, полиция стояла. Говорю, когда нас будут расселять, куда? Мы не знаем, точно так, как и вы. Ждите. Даже если будут проведены эти вонючие референдумы, все равно рано или поздно эти территории будут деоккупированы. И тогда вас ждет такая же незавидная участь, как и тех людей. Вас в принципе не будут считать за Homo sapiens. К вам будут относиться в лучшем случае как к животным. Ни о какой экономической успешности вы мечтать уже не сможете. Вы просто как личности будете полностью подавлены. Потому что философия жизни России, там где полный тоталитаризм и диктатура, она не подразумевает как бы человека каждого рассматривать как отдельную личность, как отдельную боевую единицу. Вы просто для них биомасса. Также в случае проведения референдума все равно эти области попадут под какие-то международные санкции, так как, например, Крым. Вы не сможете ни с кем торговать. Вы будете просто обречены на своего рода концлагерь. Просто этот концлагерь будет не так, как это было у немцев во время Второй мировой войны. Этот будет немножко, как бы сказать, чуть-чуть более цивилизованный, но все равно концлагерь. Поэтому, если это допустить, то дальше сложно будет о чем-то вообще разговаривать. Особенно в свете заявления Пескова о том, что этот референдум, вернее, эти референдумы хотят провести сами люди, то есть вы, местные, жители Запорожской области, жители Херсона. Вдвойне нужно иметь мотивацию оказать сопротивление, для того, чтобы потом они в своих речах и картинках не смогли показать того, что они наверняка планируют показать и сказать. Подчеркиваю еще раз и подчеркиваю самое главное. У нас в Украине миллион своих проблем. Корень этих проблем однозначно это чиновники. Но
все равно при всех наших проблемах в Украине человек имеет пока какую-то ценность. Есть свобода слова. Не без нюансов, но она есть. В России даже не пахнет ни свободой слова, ни вообще ценностью человеческой жизни и абсолютное отсутствие как бы восприятия личности, независимости личности. Если для вас это не пустые слова, вам нужно задуматься. Я понимаю, все не могут, не у всех есть возможности физические, психологические. Значит, нужно покинуть эти территории, нужно позаботиться там о пожилом поколении, я уже о детях совсем молчу. Потому что те методы проведения референдумов под дулом автомата, в прямом смысле этого слова, как это было в Крыму в свое время, такое же будет происходить и сейчас. А может быть еще и хуже, потому что сейчас идет полномасштабная война. Соответственно, прав своим гауляйтерам, своим солдатам они будут давать гораздо больше. Вполне возможно, что они могут дать команду расстреливать при любом несогласии. И возможно абсолютно все. Все это нужно сопоставить и продумать вам свой план действий. Вот что я хотел сказать. Кстати, увидел сегодня видео очередного клоунского поведения Лукашенко. Вот я вам отрывок хочу показать. Если только комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране, персонально ответишь головой. В разгар сезона сейчас очень много говорят о том, что введен налог на сбор ягод и грибов. Так ли это на самом деле и как может коснуться нас, простых любителей сбора природных даров? Господи, откуда у вас это? Откуда у вас это? Слушайте, пока я президент, деревенский человек, какой налог на грибы и ягоды? Что-то с ума можно сойти. К чему я это показываю в этом видео? Ну потому что у нас до войны 60% населения считали Лукашенко лучшим президентом для Украины. Ну, как бы если пофантазировать. Я очень надеюсь, что хотя бы сейчас что-то в голове у людей поменяется. Они выбросят из головы терминологию крепкий хозяйственник и так далее. И наконец-то поймут, что нужно вообще-то стремиться к полноценному капитализму, к полноценной свободе личности и к цивилизации, а не вот к этому всему, что пропагандирует Лукашенко. И поверьте, недалеко уехал Путин. Просто Лукашенко это как бы полезный идиот, он реально застрял в совке ментально, а Путин и Песков ведут полностью капиталистический образ жизни, при этом задвигая всем абсолютно другие ценности. Так что больше я никак не могу это прокомментировать. Давайте будем следить за ближайшими событиями. Что-то точно нехорошее затеваются. Они очень торопятся, оккупанты, с проведением этих референдумов. Самые плохие сигналы поступают с этих территорий. Я не хочу распространять больше никакие военные догадки, потому что они есть военными экспертами. Не хочу никак навредить. И надеюсь, что наши очень великие эксперты типа Арестовича тоже не будут это делать. Так что задумайтесь и всем желаю мира. Пока.